которая крадет всю информацию из ваших браузеров, сканит всю вашу почту на предмет интересных вещей и крадет приватные ключи от криптокошельков. Также в его функционал входит возможность вести прямой эфир прямиком с вашего монитора, микрофона и вебки. Всем привет, ребята, с вами Корик Моторик. Сегодня мы будем смотреть 40 литров пива. То есть, сколько вирусов я поймаю, качая моды с Ютуба. Поехали. Ну, как обычно. Где вы обычно качаете Майнкрафт моды? Большинство, скорее всего, ответит либо на курсе, либо на Модринте. Да. И неудивительно, ведь эти сервисы очень популярные и, самое главное, безопасные источники для поиска модификаций. И если качать моды с этих сайтов, то вероятность попасться на какой-либо вирус яростно стремится к нулю. Ведь весь загружаемый контент здесь модерируется. Насколько хорошо или плохо, это уже вопрос для отдельных дискуссий. Но будем честны, Ну да, типа для отдельных. Я еще проверяю, запись идет, нет? Да, пока что запись идет. обычному рядовому пользователю нужно очень сильно постараться, чтобы нарваться на какие-то сомнительные файлы. И для массового потребителя, по сути, кроме двух этих сайтов, ничего и не нужно. Здесь собрана библиотека из практически любых модов, которые существуют в интернете. Но что, если я хочу скачать что-нибудь экзотическое? Допустим, какой-нибудь андеграундный мод, про который знает 2,5 человека, и, соответственно, его нет ни на курсе, ни на Модринте. Ну и нормальные люди скажут: иди на GitHub. И, конечно же, это очень хороший вариант, Да! но, к сожалению, он слишком скучный. Ведь здесь ты можешь посмотреть исходный код абсолютно любого файла, который ты качаешь, из-за чего теряется Не абсолютно любого. вот этот самый азарт, который ты испытываешь при закачке рандомного файла из интернета. А помните начало 10-х? Времена, когда люди искали себе... Это Лололошка, если что. Он снимал моды. Я, кстати, не смотрел, но это источник реально с Лололошки был взят. новые моды либо на каких-то сомнительных форумах, либо у ютуберов. Не счесть то количество креаторов, которые в ту Вот, да, мистер Лололошка. эпоху поднялись именно благодаря жанру обзора модов. И сейчас довольно забавно наблюдать за этими видосами. Ведь с тех ссылок, которые находятся под ними, я бы в 2025-м ничего бы и в жизни не скачал. А все потому, что в голове Да. уже сформировался следующий скрипт. Если в описании нет ссылки на Модринт или хотя бы на GitHub, значит это точно какой-то скам. Но что если с подобного рода мышлением я упускаю настоящие самородки, которые зарыты в недрах Ютуба? И в этом видео я хочу нырнуть в самую пучину. Я буду находить самые нишевые видео на Ютубе и качать моды с самых подозрительных ссылок в интернете. И заодно проверим, сколько всяких ратников, майнеров и стилеров я нахватаю на свой компьютер в поисках бриллиантов. Ну и прежде чем мы начнем наше издевательство над Да. здравым смыслом, нужно сначала определиться с сетапом, где мы все это будем проворачивать. Естественно, качать какие-то подозрительные файлы на свой собственный ПК, где у меня хранится такая важная информация, Ёкарный бабай, что за фигня? я точно не буду. Так что встречайте моего игрового монстра. Я, кстати, тоже на ноут коплю. Осталось мне 60 с чем-то тысячи. Ну вот. Он 73 тысячи стоит. Ну, поехали дальше смотреть. Именно здесь мы будем проводить все тесты. Я накатил абсолютно чистую винду, и единственный вирус, который сейчас здесь находится, так это только Селерон, который запускает Майнкрафт в... Ну, вы видите. Я, кстати, так примерно раньше и играл. Но ничего страшного, вирусам в принципе насрать, на каком процессоре запускаться. Ну что ж, теперь мы принимаем обличие какого-нибудь Никиты из Воронежа, которому 9 лет, и он впервые узнал от друга, что на Майнкрафт существуют модификации. Откуда их качать, к сожалению, нам не объяснили, поэтому идем искать на Ютубе. Пишем «скачать моды Майнкрафт». Сортируем поиск по дате загрузки, чтобы видеть только самые новые и хайповые варианты. Ну и вот наш первый кандидат. Майнкрафт обзор мода Demon Slayer от человека с ником Хакер Майнкрафтер. Майнктафтер. Майнктафтер. Хакер Майнктафтер. Вот это как будто то, что нам надо. Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре очень интересный мод из аниме под названием Demon Что с Slayer. голосом? Ой, ну какой же мед. Мод добавляет клинки с дыханиями, предметы для декора, различное оружие. Имба! Ну все продано. Где это скачать? Ага, Telegram, значит. Ну,
Чё, проверим. Телеграм-канал называется Free Hack. Free Cheats Without Viruses. Я вроде как качал мод на Demon Slayer, но ладно, возможно у телеграм-канала типа какой-то другой профиль. Вот так вот выглядит его ТГшка. Здесь всего 3 поста, и нет ни одного упоминания моего Demon Slayer, за которым я пришел. Зато есть куча упоминаний каких-то читов, бесплатных и 100% безопасных. Мне еще нравится, что в канале на 164 подписчика по 1000 просмотров на каждом посту и по 1000 реакций. А? Верим? Ну ничего, я упертый, я все же найду свой мод на Demon Slayer. Возможно, он лежит вот в этом ни капельки не подозрительном архиве. Естественно, он почему-то запаролен. Я хочу вам сказать, ребята, то, что антивирусник не проверяет, то есть антивирус, он не проверяет запароленные архивы. Он не проверяет запароленные архивы. Запароленные архивы, я не знаю кто оно принимает, но антивирусник не сканет. И ничего. Ну, поехали дальше смотреть. И внутри него почему-то лежит не обычный джарник с модом, а какой-то экзешник с дополнительными файлами. Здесь даже есть инструкция по установке, где сказано, что нужно просто запустить экзешник с обязательно выключенным антивирусом. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, моды ставятся немножечко не так. Да. Но что-то я выбился из образа. Напоминаю, сейчас я все еще 9-летний Никита, который ни разу в жизни до этого не ставил ни одной модификации. Поэтому сейчас для нас никакого подвоха не существует. Да. Но на всякий случай, не подумайте, не то чтобы я не верю человеку с ником Хакер Майнкрафтер, Майнкрафтер. но все-таки я запущу AnyRun. Для тех, кто не шарит, это сервис, который позволит запустить любой файл и посмотреть, что он сделает с твоей системой. И если прогнать наш экзешник, то можно будет увидеть, что в принципе-то ничего не произойдет. Буквально ничего, он просто не запустится. Но это только на первый взгляд. Ну да. На самом деле, после 2 кликов по этому значку в твоей системе создастся файл smss.exe. Это, как бы это ни было удивительно, вирус. Называется он Салат Стиллер. За таким потешным названием Причем тут салат? Ребята. За ним скрывается очень опасная софтина, которая крадет всю информацию из ваших браузеров, сканит всю вашу почту на предмет интересных вещей и крадет приватные ключи от криптокошельков. Также в его функционал входит возможность вести прямой эфир прямиком с вашего монитора, микрофона и вебки. Неплохой такой Майнкрафт мод, да? Так и удалить Да. его у рядового пользователя еще вряд ли получится. Ведь, естественно, при первом запуске этот вирус лезет прямо в реестр, создавая там кучу параметров, которые в случае чего восстановят исходные файлы. Ну и вот, скачав мод буквально с 3-го видоса в поиске, мы уже лишились всех своих аккаунтов, банковских карт, так еще и какой-то шиз имеет возможность смотреть на нас через вебку. И в этой ситуации радует только одно. Чтобы попасться на такой вирус, нужно, я не знаю, первый день пользоваться интернетом. Ведь скачать запароленный архив с телеграм-канала, который называется Free Cheats Without Viruses, это, конечно, сильно. Да. Если честно, я вообще подумал, что это сначала какая-то шутка. Ведь настолько клишированные ошибки, ну, я думал, они остались в 2012-м. Но вирус внутри был, к сожалению, далеко не шуточный. Да. Поэтому я больше склоняюсь к теории, что автором этого WinRAR-архива был какой-то ребенок, который не может даже словом Майнкрафт без ошибки написать, но уже возомнил себя хакером. И если у него и были какие-то жертвы, то это еще более несмышленые дети. Ну ладно, первые шишки мы набили. Теперь со всем этим опытом мы можем продолжить искать мод, который на этот раз окажется без вирусов. Я надеюсь. Но Да. вот только проблема. С нашим запросом скачать моды Майнкрафт выдает не так много интересных результатов. Все, что мы имеем, это либо гайды, как установить моды на Майнкрафт, либо всякие топы с перечнем ссылок с Мадринта. Поэтому, если мы хотим найти что-нибудь уникальное, то нам понадобится искать что-то более конкретное. Да. Например, давайте найдем мод на дюб. Мне кажется, именно такое и должны желать люди, которые ищут моды на ютубе. О, смотрите, дюб мод для Donut SMP, не запатченный. Вот кому-то бы то, что надо. Вот. Надо еще 2 дня назад выложен. Что он делает какие-то манипуляции со спавнерами, и если бы я играл на сервере, может быть, я знал, что это значит. Но смотрите, у мода есть даже своя собственная гуишка. Так что я считаю, причин не верить автору нет. Да. Качаем файл и, ого, вы только посмотрите, это даже похоже на нормальный Майнкрафт мод. donutgui.jar. Jar это Java что-то, но это реальный мод.
Давайте-ка глянем, что у него находится внутри. Так, а что это у нас за странный файлик с рандомным набором букв? Опа, а код-то обфусцирован. А если говорить нормальными словами, то он зашифрован, и прочитать, что он делает, мы не можем. Ну, я считаю, здесь все еще нет ничего подозрительного. Автор этого скрипта, наверное, просто не хочет раскрывать всех тонкостей того, как работает дюб, чтоб его не пофиксили. По-любому так и есть. Ладно, давайте все-таки поставим этот мод, чтобы узнать, что он сделает с моей игрой. Только для начала надо хотя бы узнать версию, на которую он ставится. А то автор в видосе об этом нигде даже не упомянул. Благо, хотя бы эту информацию нельзя скрыть в файлах мода. Ага, версия 1.21.4. Запускаем Майнкрафтик и ждем, пока Селерон раздуплится. И вот мы в ужасно лагающем мире, но это даже не мод виноват. Я знаю, кто виноват. Это Селерон виноват. Хотя я вам так скажу, что я в принципе не уверен, что мод поставился. Ведь не появилось никаких кастомных команд, в управлении нет ни единой новой кнопки, да и в принципе непонятно, как вызвать тот самый GUI, который мы видели на видосе. Казалось бы, варианта 2. Либо у нас просто нерабочий мод, либо это опять какая-то болванка, которая содержит в себе ничего, кроме вирусов. И учитывая тон этого видео, скорее всего будет именно второй вариант. Но даже если допустить, что это 100% вирус, ведет он себя ну очень странно. Никаких фоновых процессов в системе он не создает. Каких-то новых подозрительных файлов тоже. Ну либо он все очень хорошо спрятал, что ни одна тулза не может найти ничего вредоносного. Так или иначе, беглым взглядом мы просто не сможем это понять. Поэтому, чтобы добыть хоть какую-то информацию, нам нужно более детально изучить код. Хоть я и ранее говорил, что он зашифрован, но сделано это как-то фрагментарно. И из разрозненных кусков информации мы сможем сложить примерную картину того, для чего используется данный код. Значит, смотрите, мод состоит из 4 файлов. Тот самый, который мы проверяли в самом начале и который состоит из рандомного набора букв, это, как я понял, модуль, который отвечает за обфускацию. То есть именно он ответственен за все шифрование. Далее идет файл a.java. Он отвечает за управление какими-то элементами интерфейса в Майнкрафте и отправку каких-то команд. И самое интересное, он почему-то использует API-шку Forge, хотя сам мод работает на фабрике. Получается, автор решил сделать так, чтобы его можно было запустить и на фабрике, и на Forge. Интересно, для каких же это целей? Следующий же файл donut.gui очень похож на предыдущий, но работает уже по-нормальному на фабрике. И здесь также можно увидеть, что он способен еще и логировать какую-то информацию. И вроде как все пока что, ну, плюс-минус безобидно. Да, он там что-то собирает, ну вот. А мне хочется проверить вебка. Да, вебка здесь. Возможно, это, знаете, такой элемент статистики для Майнкрафта. Правда, почему-то зашифрованный. Но самое интересное открывается в последнем файле. Файл donut.gui client, который умеет собирать данные об имени игрока, его IP-адресе, IP-адресах, к которым он подключается, сканить инвентарь, мониторить все то, что ты пишешь в чат, следить за твоим временем активности, когда ты играешь на каких-то серверах, когда ты там не играешь. И самое интересное, отправлять всю эту информацию на какой-то Discord-сервер. Ну, и я думаю, вы поняли, для чего нужен этот мод. Естественно, он используется для воровства аккаунтов. Мод профильно работает на Donut.smp. Он чекает, сколько ты наиграл на этом сервере, что ты имеешь там по имуществу, чтобы примерно оценить, сколько стоит твой аккаунт. Ну и само собой в итоге продать его по хорошей цене. Вон, я даже нашел магазин, где есть целая категория именно под аккаунты с Donut.smp. И скажу я вам, что походу это выгодный бизнес, ведь вы только посмотрите, сколько все это стоит. И глядя на то количество аккаунтов, что здесь есть, можно сделать вывод, что эта модификация пользуется хорошим спросом. Существует очень большая вероятность, что тот файл, который я скачал, принадлежит одному из этих продавцов. Хотел бы я знать, кому конкретно, но, к сожалению, моих знаний не хватает для того, чтобы расшифровать обфусцированный файл. Но знаете, возможно, его даже не придется расшифровывать. Ведь этот мод напрямую связывается с серверами Дискорда, чтобы передавать информацию. А это значит, что мы можем промониторить все айпишники, к которым подключается наш ПК, и перехватить запросы, которые отправляются на айпишники Дискорда. В этих запросах должна будет содержаться информация о веб-хуках, которые и позволят найти конечный Дискорд-сервер. Ну и я начал мониторить все подключения. И вы посмотрите, действительно что-то пытается законнектиться с Дискордом. А я напомню, на этом ПК он даже не установлен, так что, скорее всего, это делает именно мод. Но вот что странно. Внутри этих запросов как будто бы ничего и не было. То есть там буквально практически нет никакой информации. И у меня две теории, почему может быть так. Первая из них, мод детектит, что я нахожусь в офлайн
оффлайн моде. И соответственно он понимает, что ловить здесь нечего и по сути ничего не отправляет. Все же мод рассчитан на Donut SMP, а туда с пиратки зайти не получится. И поэтому, возможно, он не рассчитан на оффлайн аккаунты. Вторая теория связана с тем, что я русский. И соответственно сижу с русского айпишника. А я думаю, вы понимаете, что, в последний год, возникают кое-какие проблемы с подключением Дискорда, да? Ну и чтобы решить обе эти проблемы, я одолжил у друга аккаунт, который не жалко, и в экстренном режиме переехал в Нидерланды. И представляете, даже с таким сетапом ничего не произошло. Я уже начал думать, что я что-то не так делаю. Но потом я решил скачать другой лаунчер Майнкрафта, у которого есть консоль, чтобы посмотреть, что происходит именно внутри игры. И там я увидел, что при запуске Майнкрафта происходит удачная инициализация веб-хуков из файлов мода. Но в самый ответственный момент, когда по этим веб-хукам нужно передать информацию, Discord выдает ошибку «неизвестный веб-хук». То есть, понимаете, я нашел Майнкрафт аккаунт, переехал в Нидерланды, скачал вот эту и разобрался, как она работает, ради того, чтобы узнать, что чел просто криво настроил мод. А чё, гениально. Я еще никогда не чувствовал себя настолько использованным. И ладно бы это был какой-то старый файл, который просто уже не используется. Так ссылку с этим модом выложили 2 дня назад. Интересно, автор сам знает, что он накосячил, или он до сих пор сидит, ждет, когда к нему придут хоть какие-то данные от его жертв? Ну ладно, никогда не думал, что буду расстраиваться от того, что поймал нерабочий стиллер. Что ж, двигаемся дальше. И сейчас, я думаю, пришло время еще больше повысить градус издевательств над инстинктом самосохранения. Ведь теперь мы будем искать откровенные читы на Майнкрафт. И я думаю, не стоит объяснять, сколько всякого говна можно поймать, когда ты ищешь именно читы. Еще с самых времен зарождения интернета. Это Венлокер. Именно эта сфера была рассадником всех самых разнообразных вирусов. Поэтому давайте окунемся в омут с головой. Вводим в поиске Minecraft Cheats Download и открываем буквально первый попавшийся видос на целых 400 просмотров. Вы только посмотрите, здесь даже есть какой-то установщик с интересным дизайном, но точно не выглядит как какой-то скам. Ладно, качаем и видим, что ситуация очень сильно похожа на нашего первого подопытного. В архиве мы тоже видим какой-то экзешник с рандомными DLL-ками. Но в этом случае я хотя бы на пару процентов могу поверить в происходящее. Потому что в разных играх я все же видел чит-клиенты, которые представляют из себя отдельный экзешник, который нужен для того, чтобы обходить античиты. Правда, в Майнкрафте я таких не видел, но допустим. А еще сам архив весит целых 141 мегабайт. Так если его еще и разархивировать, то вообще получится полгига. Создается такое впечатление, будто там реально есть что-то кроме скрипта, который скачает стиллер на мой ПК. Но все же я не сумасшедший и на всякий случай запущу экзешник сначала на Эниране. Ой. А где мой обещанный красивый установщик? Блин, неужели нас опять... Да как такое вообще происходит? Как и в первом варианте, экзешник на первый взгляд ничего не запускает. Но само собой, на самом деле в системе происходит сейчас настоящая фиеста. Вот так вот выглядит список изменений. Внушительно, не правда ли? Сейчас мы поймали стиллер, который называется Steel C. По функционалу он очень похож на салат стиллер, который мы уже... Steel Series. Разбирали. Он также умеет воровать данные из браузера, информацию о банковских картах, криптокошельках и так далее. Отличается он от салата по большей части только своей известностью. Первый вирус в какой-то мере был нишевым проектом, который в сравнении не особо распространен. Но вот Steel C — это вирусня, который уже не первый год терроризирует весь интернет. Если в последние пару лет вы ловили хотя бы один вирус, то с большой вероятностью это мог быть именно Steel C, либо его модификация. И из-за того, что он такой известный, это может сыграть нам на руку. Ведь в общем доступе очень много информации о том, как работает эта софтина. Это может помочь нам в анализе и возможно, мы найдем что-нибудь да интересное. В общем, я начал детально рассматривать отчет от Энирана в надежде найти какие-нибудь доприколюхи. И меня заинтересовал сетевой раздел, который показывает подключение ко всем доменам, которые происходили во время теста. Большинство из них — это ссылки на API-шки Гугла, с которых, скорее всего, собираются данные о всех паролях. Но среди всего этого информационного шума выделялась одна ничем не примечательная коротенькая ссылочка, которая ведет на какой-то Telegram. Тут я подумал, неужели мы так легко найдем автора этого вируса? Ну, естественно, все будет не так просто. Эта ссылка ведет на какой-то телеграм-канал с одним подписчиком и с каким-то очень странным описанием. В описании ссылка на какой-то другой сайт и какие-то рандомные буквы. Если зайти на него, то ничего не найдется. И я начал искать, что это за телеграм-канал. Единственное его упоминание в интернете, которое я смог найти, было в таких же отчетах, которые докладывали о заражении Steel C. И из них можно сделать вывод, что этот телеграм-канал принадлежит не тому человеку, который в итоге получит мои украденные данные, а скорее всего разрабам Steel C. И
используется он для перенаправления адресов. А это помогает запутать след для автоматических анализаторов. Но мы-то анализируем все ручками. Поэтому мы видим вот эту вот ссылку, которая находится в описании. И именно она ведет на конечный сервер, который и получит наши данные. Но почему тогда, если зайти на этот сайт, то мы увидим ошибку 404? А все потому, что на этот сайт нужно заходить прямо как в хату правильным образом. Видите ли, этот сайт работает по whitelistам. И чтобы зайти на него, нужно иметь имя пользователя, которое находится в белом списке. Ну и в общем-то на этом этапе мы реально уперлись в тупик. Сейчас мы никак не можем получить информацию, которая позволит нам залогиниться на этот сайт. Возможно, эти рандомные буквы из телеграм-канала смогут помочь нам с разгадкой. Но, к сожалению, моих знаний здесь уже не хватает, чтобы сложить все в единую картину. Но хотя бы мы получили информацию, куда именно уходят наши данные. И если бы я реально попался на этот вирус и хотел бы от него избавиться, а переустановка винды это не вариант, то можно заблокировать все домены, по которым вирус передает информацию, чтобы обезопасить себя от дальнейших утечек. Ну и пока что на данный момент это все, что я могу предложить. Но если среди зрителей этого канала есть шарящие люди, которые смогут забраться дальше ошибки 404, кто знает, может быть рано или поздно мы сможем достучаться до правды этого вируса. Ну и какой итог можно подвести после всего этого добровольного заражения моего компьютера? Из всех модов, которые я скачал с Ютуба, 100% были с какими-то стиллерами. Да, признаю, я специально искал такие варианты. Но учитывая, как это легко оказалось сделать, в голову напрашиваются удручающие выводы. Если вы ищете моды на Ютубе, а ссылка в описании ведет не на курс, Madrint или хотя бы на GitHub, то в 90% случаев это скорее всего окажется скамом. Ну и как говорится, а кто сомневался? В принципе, я тоже не удивлен результату. Но мне все же было интересно разобраться, как выглядит мир вирусов в 2025 году. Так как последний раз, когда я ловил какую-то херню на комп, был больше 10 лет назад. И за это время многое что поменялось. Например, раньше большинство вирусов просто засирали тебе комп всякой низкосортной рекламой. И Пожалуйста, вернись телефон. туда еще закидывали тебе пару майнеров, ну и в придачу, конечно же, стиллерок. И задетектить все это было небольшой проблемой. Сейчас же вирусы сделали акцент на своей скрытности. Они и раньше пытались, конечно, скрываться, но у них это явно плохо получалось. Но теперь ты спокойно можешь годами сидеть на зараженном ПК и в принципе не замечать подвоха, при этом не понимая, как у тебя крадут все аккаунты. Но за эти 10 лет все же одна вещь осталась неизменной. Распространяют эти вирусы все теми же тупыми очевидными способами. Но учитывая то обилие краденных аккаунтов, которые можно найти в интернете, видимо, люди все еще на них ведутся. Ну, я надеюсь, вы хотя бы узнали что-то новое из этого видео. И если вам вдруг понравилось смотреть, как я копаюсь в экскрементах интернета, можете там поставить лайк, подписаться там, ну и насрать другим активам. Может быть, я сделаю вторую часть, где мы можем проверить другие популярные сервисы на вирусы и, может быть, поймать еще что пожестче.